Ситуация такая стала, что уже туда стало невозможно приезжать. Каждый раз, когда мы встречаемся, мы констатируем, ситуация становится все хуже и хуже. Появляются все новые грани, и все более опасный характер это имеет для региона. Такое впечатление, что вот до сегодняшнего дня развивается все по такому силовому сценарию. И элементы сценарного такого внешнего воздействия, они, конечно, бросаются в глаза. Вот когда мы были в Сирии, вот я вынес, и вот до сих пор два у меня самых таких наиболее важных было впечатления. Первое впечатление заключалось в том, что в тот период времени еще никаких боевых действий не было, были отдельные вылазки, так сказать, экстремистов и так далее. Но почти все, с кем мы говорили, из политических деятелей, смотрели на развитие ситуации обреченно. Вот не было никого, кто вот сказал бы, что ну, мы надеемся, что вот как-то все удастся. Практически никто всерьез такую альтернативу не рассматривает. Это, конечно, самое ужасное. Это говорит о том, что в странах региона убеждены, что если за кого-то взялись, если внешнее воздействие идет в сторону разрастания такого кризиса, то от страны, что называется, не отвяжутся, и по силовому сценарию события пойдут и дальше. И мы сейчас видим, что, к сожалению, наши сирийские собеседники были абсолютно правы. Действительно, с определенной обреченностью ситуация идет по такому жесткому силовому сценарию. В чем особенность ситуации в Сирии, отличие, например, там, от Ливии и так далее? Это, ну, пока еще приблизительное такое, не то что равенство, но силы сторон таковы, что борьба может происходить довольно долго. Вот, и это дает дополнительную возможность для разрастания всякого рода террористических групп и переползания этих элементов в другие сопредельные территории. Второе очень важное обстоятельство заключается в том, что Сирия находится в самом сердце арабского мира. В стратегическом плане, видите, здесь и Израиль, и другие сочленения, и это все добавляет новые такие опасности для региона в целом. Президент Сирии, когда встречался с нами, львиную долю разговора он посвятил даже не столько Сирии, сколько вот тому, что кирпичик к кирпичику идет разрушение арабского мира, кирпичик к кирпичику идет разрушение периферии, вот на периферии наших тоже границ Российской Федерации. И, в общем-то, он высказывал мысль, которая, к сожалению, находит свое определенное подтверждение, что между событиями в отдельных странах есть, конечно, связь такая нехорошая, связь, обусловленная тем, что есть определенные силы, стремящиеся к нагнетанию напряженности, стремящиеся к созданию условий для того, чтобы шли широкомасштабные поставки вооружений. Это, к сожалению, имеет место. Пока вот то, что последние недели делалось, эффекта не дает. Поэтому я призываю к тому, чтобы дополнить ныне ведущуюся работу какими-то свежими формами, свежими мыслями, свежими людьми для того, чтобы попытаться поддержать народы столь близких для нас арабских стран Ближневосточного региона и предотвратить дальнейшее разрастание конфликтной ситуации в этом регионе. Российское общество, по крайней мере на Кавказе это четко видно, раскололось по поколенческому признаку. Старшее поколение жителей Кавказа, оно, конечно, ну и других мусульманских республик в Поволжье, оно целиком поддерживает государственную линию. Поддержка правящего режима, значит, быстрейшее прекращение кровопролития. Но у нас есть очень влиятельная сейчас общественная сила, которая наращивает свое влияние. Это молодые верующие активисты различных самых мусульманских направлений. Это и салафиты, это и суфи, это и реформаторы. Никто не может отрицать, что сегодня молодые верующие мусульмане начинают все больше наращивать свой общественный и политический вес. По крайней мере, в Дагестане, в Ингушетии. С ними
руководители республик вынуждены вести переговоры, вынуждены идти на диалог, вынуждены предлагать какие-то схемы по урегулированию ситуации и так далее, и так далее. А это всего лишь вчерашние пацаны, которые учились в сирийских вузах и начали проповедовать в кавказских мечетях. Сегодня за ними тысячи, десятки тысяч последователей, и они уже выдвигают свои требования властям. Так вот, что происходит на этом фоне? Дело в том, что вот это все молодое поколение активистов верующих, они полностью занимают противоположную позицию. Они полностью, практически все, находятся на стороне сирийской оппозиции и яростно критикуют позицию российских властей. Поддержка сирийской оппозиции со стороны, по крайней мере, в первую очередь, кавказских верующих молодых людей, в том числе и в поволжских республиках, она приобретает разные формы. И в виде статей в поддержку сирийской оппозиции, и с обличением правящего режима, и в виде каких-то флешмобов в сети, и в виде митингов. Вы знаете, что первый митинг в поддержку сирийской оппозиции прошел в Дагестане, и приобретает такие формы, как прямое участие в сирийском конфликте на стороне оппозиции. Ни для кого не секрет, что кавказцы воюют в Сирии, и этих роликов полно в интернете. Любой желающий может посмотреть, как, значит, кавказские боевики позируют над убитыми, значит, телами убитых сирийских солдат. Для мусульманского мира, для мусульманского сознания Афганистан при всей своей сложной ситуации — это все-таки периферийная страна. Что касается Сирии, это такая центровая, исторически, значит, очень значимая страна. Это земля, это благородный Шам, столица которого, Дамаск, стала первой столицей исламского халифата после Медины. Огромное количество княжеских фамилий Северного Кавказа связывает свое происхождение с выходцами из Шама. Не зря в Дагестане князья назывались шамхалами. Есть версия, что это имеет отношение к Шаму. Огромное количество арабов переселилось на Кавказ в прежние века и дало жизнь целым родам, основали целые деревни, селения на Кавказе арабские. И тем более для верующей части молодежи все-таки Сирия вот в этой исламской идеологии, в этой мифологии судного дня, в этой эсхатологической, так скажем, конструкции имеет центральное значение, потому что все-таки имеется в виду, что на один из минаретов Дамасской мечети спустится, значит, после второго пришествия пророк Иисус. Поэтому битва за Сирию для этих ребят приобретает некий эсхатологический смысл. И поэтому накал страстей в среде молодых верующих приобретает невиданные размеры. По сравнению с тем, что происходило в Ираке там, или в Афганистане, и даже, может быть, в Палестине отчасти, не идет ни в какое сравнение. Это все прямым рикошетом будет бить по российским регионам, в первую очередь по российскому Северному Кавказу. А ситуация там сейчас, вы сами знаете, что и дети чиновников высокопоставленных, и дети федеральных судей уходят в лес к боевикам, и, значит, депутаты районных собраний оказываются среди боевиков, и чемпионы мира. То есть раскол на Кавказе, в первую очередь в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии очень серьезный. И если сегодня власти предпринимают какие-то, ну, скажем, сверх даже собственных возможностей, какие-то меры, чтобы удержать ситуацию под контролем до 2014 года, в преддверии Олимпиады, что может произойти, когда пройдет Олимпиада, и когда накал сирийского конфликта достигнет своего апогея, и как это отразится на Северном Кавказе, это даже в страшном сне мы сегодня представить себе не можем. Но то, что происходит в Сирии, без учета той роли, которую играет там ислам во всех его проявлениях, уже невозможно сейчас без этого обойтись. Тут интересная картина получается. Очень много того, что происходит на Ближнем Востоке, в арабском мире, а еще раньше в России, начиналось без какого-либо участия ислама. Чеченский конфликт начинался вообще, ислама там не было, не пахло, не видно было вообще ничего. Потом он появился, и не просто появился, а стал играть одну из очень серьезных ролей. Это касается и ситуации в арабских странах. На площади Тахрир, когда выходили первые, те, кто выступал против Мубарака, там братьев-мусульманов практически сначала и не было. Они только успели вскочить в один из последних вагонов и воспользоваться, конечно, ситуацией, много других факторов, и практически пришли к власти. Ну, поначалу-то исламский фактор вообще никакой роли серьезной там не играл. События вообще, факторы, которые привели к перевороту или к смене власти в Египте, они вообще, исламский фактор там серьезной роли не играл поначалу. То же самое и в Сирии.
А сейчас исламский фактор все более включается в эти события. Я недавно прочитал одно интервью одной руководителя, идейного политического руководителя одной из оппозиционных групп в Сирии. Он сам работает в Каире, потому что он там вербует людей, которых посылает в Сирию. Он прямо сказал: Сирия для нас важна, потому что в будущем Дамаск – это столица халифата. Это столица халифата, будущее, понимаете? Идут очень много людей туда в борьбе за халифат. Он даже сказал так, что на ряде территорий освобожденных, которые контролируют отдельные группы, отдельные группировки оппозиции, применяются исламские наказания, худуд, действуют суды. И он говорит, что это абсолютно нормальная вещь. И очень многие, говорит, идут туда именно за этим, поддерживая вот эти идеи. Не стоит преувеличивать, конечно, подобного рода заявления, но и не стоит, наверное, вообще с ними не считаться. Это абсолютно серьезная вещь. Исламский фактор, безусловно, осложняет весь этот конфликт. Столько разных суждений. Вот очень убедительно говорил Андрей Глебович со ссылкой на своих собеседников в Сирии, которые говорили, что арабский мир по кирпичику разваливается. Очень важный вопрос возникает: а кто разваливает-то? Вот убедительного единственного ответа на это я пока еще не услышал. Кто разваливает? Вот вопрос. Запад, исламские радикалы, страны Персидского залива, как некоторые говорят, которые хотят сменить режимы исламистскими режимами, но, между прочим, у себя в странах абсолютно жесткую занимают позицию против любых исламистских, экстремистских сил. Вот этот вопрос. Так вот, втягивание исламского фактора в этот момент не только не упрощает эту ситуацию, а вводит еще дополнительную одну вводную, причем очень мощную, очень сильную, которая никуда не денется. Ну, посмотрите, в Чечне оказался втянут этот исламский фактор в какой-то момент. Ведь в свое время даже руководители сепаратистов чеченских говорили, что нас втолкнули в ислам, нас вынудили в него туда, так сказать. Сама ситуация, ну, они ссылались на федеральный центр, сама ситуация нас вбила в ислам, говорил Дудаев. Он нас вбило, мы вообще в голове никакого ислама не было. Дудаев вообще не знал. Он говорит, что я готов молиться не 5 раз в день, а 10 раз в день, понимаете? Ну, для мусульман это смешно, понимаете? Когда он говорил, что не надо никакой конституции, все есть в Коране. Ну, наивный разговор человека, который вообще неграмотен в области ислама. А сейчас, вплоть до сегодняшнего дня, исламский фактор, без учета того, какую роль он играет, невозможно разобраться в ситуации на Северном Кавказе, включая Чечню. А уж если учитывать те факты, которые сейчас привел Руслан Вячеславович, наоборот, еще больше усилий значение и роль этого фактора. Как с ним работать? Это что, союзник для России, не союзник, противник, не противник? Это вообще союзник здоровых политических сил во всем этом регионе, включая Сирию, или это противник здоровых политических сил? Есть ли ислам умеренный, который может быть таким сильным? Вообще, ислам – это оружие в чьих руках? Экстремистов, террористов, этих бандитов? Или он может быть и в руках режима? Мы вспомним, что басистский режим никакого отношения к исламу не имел. Он наоборот, помните события начала 80-х годов, какая была устроена против братьев-мусульман бойня в стране? Братья-мусульмане была запрещенная организация, само участие в этой организации было преступлением. У меня закон сирийский до сих пор дома лежит, так сказать, принятый сирийским парламентом в 83-м году о запрете братьев-мусульман и вообще преследовании за принадлежность к этой организации. Даже никаких деяний не нужно было делать. И режим сам отдал ислам оппозиционным силам. Так вот, возникает вопрос, можно ли сейчас в этой ситуации, с учетом этого, считать, что любой в перспективе устойчивый политический режим, самый либеральный, самый светский, самый демократический, вообще может обходиться без ислама? Вот сирийская ситуация ставит этот вопрос.